В самом центре Европы, глубоко под массивными стенами одного из старейших монастырей, группа исследователей случайно обнаружила то, чего никто не ожидал увидеть. Прохладные коридоры были забиты пыльными сундуками и старинными стеллажами, которые не открывались со времен, когда короли вели войны за трон. Когда молодая сотрудница архива попыталась вытащить из-под сломанного шкафа гнилую кожаную папку, пол слабо задрожал, а в воздухе повис резкий запах старой бумаги. Этот взгляд случайности стал началом самой большой загадки последних столетий. Внутри пакета лежало нечто похожее на обычную переписку священников. Но на дне, аккуратно завернутый в потускневшую пергаментную обертку, обнаружился документ с красной сургучной печатью и странной подписью, написанной латынью. Лист был прорезан грязными следами воска, но текст сохранился идеально. На нем стояли фамилии лиц, известных в мире астрономии и истории Средневековья, и десятки дат, не совпадающих ни с одним известным календарем. Руководитель группы сразу понял, найдено что-то из ряда вон выходящее. Потребовалась ночь, чтобы расшифровать первую страницу, но когда смысл открылся, комната замерла. В документе утверждалось, что где-то между концом 15 и концом 16 столетия существовал приказ о тайной корректировке летоисчисления. Внимательно перечитывая каждую строчку, ученые обнаружили подробнейшее указание изменить числа в датах официальных исторических хроник, убрать упоминания о нескольких десятках лет и обосновать новые даты введением исправленного хода времени. Почерки сменялись друг за другом, встречались подписи известных кардиналов, купцов и даже астрономов из Франции, Испании и Италии. Особое внимание привлекла заметка, где указывалась точная разница между датами и обращение к ответственным за светское время. Отдельный лист содержал перечень событий, которые должны были исчезнуть из официальных летописей и церковных книг. Эксперты пригласили специалистов по древним языкам и криптографов. Оказалось, что строки написаны на смеси латыни, старого итальянского и какого-то архаичного диалекта Германии. Переведенный текст не оставлял сомнений. По скрытому приказу быть забытыми должны были целые поколения людей и эпохи, отрезанные от истории. Особый указ запрещал даже упоминание о датах, чтобы не возникало вопросов. Дальнейший поиск в коробках выявил еще несколько документов. Среди них выделялся календарь с ручными исправлениями фаз Луны и движений планет, где число дней в одном году не совпадало с привычным календарем. Перепутанные даты затрагивали не только церковные праздники и правления монархов, но даже время знаменитых научных открытий и начало торговых маршрутов. Уже через сутки находку проверяли сразу несколько комиссий. Подлинность бумаги и чернил подтвердилась современными методами. Анализ показал возраст пергамента в более чем 15 человеческих поколений. Архивистам стало ясно, они держат в руках ключ к исчезнувшей части мировой истории, которую кто-то когда-то решил стереть. Самое странное скрывалось в последнем письме, вложенном между страницами. Загадочная фраза, написанная синим чернилами: «Время может быть переписано, если звезды свидетельствуют ложь». Ни один из экспертов не смог объяснить, кто и когда оставил эту надпись, но вскоре выяснилось, что такие же слова встречаются в старых книгах алхимиков и на полях астрономических трактатов. Когда сотрудники монастыря попытались остановить исследование и закрыть архив, к делу подключились независимые историки из Лондона и Вены. С их помощью выяснилось, что похожие документы уже однажды всплывали в Европе во времена религиозных войн, однако их всегда уничтожали или прятали под грифом особой секретности. И теперь, спустя столько столетий, секрет вышел наружу. Вскоре в группе начала циркулировать теория. Возможно, все, что мы знаем о времени, было сфальсифицировано по тайному указу могущественных людей. Но кто и зачем решился на такую дерзкую операцию? Среди бумаг находилось упоминание о некоем исчезнувшем периоде, который больше нигде не вспоминался ни в одном учебнике или хронике. Это открытие рушило привычную картину мира, но необычное исчезновение лет было только началом еще более загадочных находок, которые ждали исследователей впереди. Историки бросились в погоню за ускользающими нитями времени. Первым делом они обратились к самым древним архивам Европы и сравнили найденные датировки с хронологией известных событий. В документах швейцарских аббатств и старых нотариальных записях одни и те же имена появлялись с разницей в целые десятки лет, как будто между событиями в жизни одного и того же человека пропадали годы. В частных письмах купцов встречались жалобы на нестыковки календаря и загадочные фразы о том, что кто-то вычеркнул время.
Один переписчик из Неаполя подробно записал, как в середине 16 столетия с него требовали приводить все документы к некой универсальной дате, хотя местные горожане жили по старым счетам лет. Работающая в команде криптограф Анна нашла дневник аптекаря, где тот пересчитывал дни между Пасхой и праздником урожая, но каждый год даты странно сдвигались. В некоторых записях он указывал, что Новый год наступил слишком рано, а на полях стояла пометка «Приказ сверху, спорить нельзя». Ученые обнаружили, подобные аномалии встречаются почти в каждом регионе, где сохранились рукописи середины 15-16 столетий. Следующим шагом стало сравнение астрономических наблюдений. В Лондонской обсерватории сохранился журнал с описанием затмений и полнолуний. Записанные там даты не совпадали с расчетами современных программ. По подсчетам астронома Джорджа, за период между концом 15 и концом 16 столетия вдруг пропадает почти 3 десятка последовательных лет, если сверять их по движениям планет и созвездий. Параллельно историки обратились к официальным государственным реестрам. Они поразились. Между некоторыми коронациями монархов и крупными войнами существовал временной разрыв, который никак не объяснялся. Примером стал французский архив, где между смертью одного правителя и вступлением на трон следующего не хватало ровно одну генерацию. Венецианские хроники отмечали необъяснимый год без событий, который позже был вычеркнут вовсе. В частных архивах богатых семей Италии случайно был найден рукописный календарь свадьбы, в котором не существовало целых месяцев между зимними праздниками. Семейная летопись вдруг перескочила через эти даты, оставив только лаконичную запись «Время определено свыше». Переплетчик, работавший на папу римского, записал, что получил заказ уничтожить старые расчеты и переписать все по новым правилам, которые были спущены из Ватикана под страхом отлучения от церкви. Один из самых удивительных артефактов обнаружили в библиотеке Праги. Старинная глобальная карта с пометками фаз Луны, на которой даты абсолютно не совпадали с современными лунными циклами. На полях этой карты стоял символ круга со стрелой и подпись латиницей «Время сдвинуто». Картограф в конце заметок писал, что требуется скрыть истинное число лет до распоряжения кардиналов. Пока комиссия пыталась зафиксировать все расхождения, внештатные исследователи отправились в монастырь Южной Франции. Монах, ведший учет метеорологических наблюдений, описывал не только погоду, но и точное положение звезд. Проверив координаты из его записей, астрономы выяснили, сезонные изменения отстают почти на четверть века от того, как должна была выглядеть современная хронология. Ученые решили сопоставить эти данные с рукописями из Хорватии и нашли такой же разрыв в описании церковных праздников, что повторялся каждые несколько десятков лет. Особое потрясение вызвал документ из Испании, в котором местный судья попал в разгар переноса дат. Судебные акты начали датироваться странной формулой, где обычная дата ставилась через наклонную черту, а рядом приписывалась красными чернилами «Новая эра». Приказ был спущен сверху, а все старые архивы предписывалось переписать или сжечь. Судья писал в записке: «Истинная память уходит с дымом, но мы помним». Через пару недель из Польши поступила новость. В одном из замков найден дневник хрониста, где тот явно жаловался на то, что его заставляют писать события под чужими датами. Он перечислял, как в одном месяце исчезают целые недели, а важные решения принимались без объяснений. При этом в конце текста была приписка: «Время — это воля сильных». Постепенно историки собрали большое количество свидетельств того, что кто-то с высшей властью в Европе осуществил масштабную операцию по переписыванию времени. Были изъяты или уничтожены документы, перелистаны страницы в церковных книгах и семейных хрониках, стерты годы и даже десятилетия человеческих судеб. Каждый найденный источник подтверждал, исчезнувшие столетия действительно были, но их методично вычеркивали из официальных историй. Архивисты отмечали, как после каждой такой корректировки появлялись особые послания с символами, которые позже были замечены на гербах влиятельных европейских семей. В отчете для члена Королевского общества Англии значилось: «Время подверглось обнулению. Следует сохранять порядок и не вспоминать о потерянных датах». Но ни один документ не объяснял, кто отдал первый приказ и как были подобраны потерянные годы. Детальный анализ всех сведений привел группу к выводу: пропавшие столетия не просто вырваны из календаря, их исчезновение повлияло на все астрономические расчеты и разошлось на десятки тысяч судеб по всему миру. Однако самое странное ждало впереди, когда эксперты впервые сравнили астрономические таблицы времени прошлых веков с положением планеты Луны.
Оказалось, что ходы небесных тел и даты большинства затмений просто не совпадают. Команда астрономов из Кембриджа получила разрешение изучать рукописи монастыря на предмет точности средневековых звездных наблюдений. Первый эксперимент провели ночью на крыше университета. Сверяясь с таблицами звездных координат 15-го столетия, они навели телескопы на созвездие Льва и сразу заметили, расчетное положение главных звезд не совпадает с тем, что видно сегодня. Смещение составляло почти 5 световых минут, что значительно больше допустимой погрешности для эпохи. Новый этап опроверг привычное расписание лунных затмений. Астроном Томас принес таблицу из Неаполя, датированную концом 16-го столетия. По расчетам, в четвертый четверг сентября того года должно было произойти крупное лунное затмение. Современные симуляции подтвердили это событие, но в рукописи затмение фиксировалось на 2 недели позже. Проверили еще 6 аналогичных случаев в периоде между 15 и 16 столетием. Каждый раз дата события уезжала вперед или назад на неделю-две. К астрономам присоединилась группа математиков, специалисты по небесной механике. Они подняли журналы Пражской и Парижской обсерваторий, где фиксировались орбиты планет. Немецкая запись о прохождении Меркурия между Солнцем и Луной имела расхождение почти в 20 дней с тем, что должно быть по точному астрономическому календарю. Доктор Хелен сравнила таблицы положений Венеры и обнаружила, все события, переписанные по новому времени, сместились на 15-20 дней относительно реальных циклов. Это было невозможно объяснить случайной ошибкой. Научная группа решила повторить средневековый астрономический опыт с настоящими инструментами. Они взяли старинные расписания прохождения Марса над горизонтом Лондона и Рима. Сравнили их с текущими данными, разница составила более чем 3 недели в пользу современного календаря. По расчетам, если исключить исчезнувшие десятилетия, все сходилось идеально. Даты затмений, прохождения Венеры и оппозиции Юпитера совпадали с историческими записями, но только при условии дополнительного временного промежутка. По приказу университетского совета провели тайное совещание, результаты исследований тщательно засекречивали. Руководитель экспедиции сообщил, в документах Ватикана и восточноевропейских монастырей встречаются те же аномалии. Точное количество дней в астрономическом годе в тех таблицах указывалось меньше, чем в современном григорианском календаре. Был найден особый свиток, где говорилось «время сокрыто ради порядка». В подлиннике указывалось, что дата Пасхи определялась по старым, ныне утраченным циклам Луны, и по ним главный весенний праздник смещался на несколько недель относительно Солнца. Польский ученый Ян провел независимый анализ архива Краковской обсерватории. Он сверил записи о Великой комете 15-го столетия с современной базой данных и заметил. В летописи указано, что хвост кометы пересекал Кассиопею на 14 дней позже, чем это может быть физически возможно, согласно современным данным. Перепроверили еще 5 подобных событий. Каждый раз аномалия сохранялась. Тем временем команда историков обратилась к манускриптам алхимиков, которые напрямую связывали датировку событий с фазами Луны и Венеры. Оказалось, что алхимические трактаты середины XVI столетия указывали особый период года с таинственным названием «Потерянная весна», который никак не пересекался с христианским календарем. В некоторых записях прямо говорилось, планеты проходят свои циклы, а даты на Земле заставляют следовать новому ритму. Дальнейший анализ привел ученых к выводу, если взять скрытые из истории десятилетия и вернуть их в расчеты, большинство дат астрономических явлений и хронология событий станут совпадать с записями древних астрономов. Если этого не делать, даже ключевые солнечные и лунные затмения окажутся вне известных графиков. Подтверждения появились и в Восточной Европе. Московские астрономы нашли собственные документы того времени с аналогичными расхождениями. Они использовали календарь Юлиана, но даже в нем фазы Луны не совпадали с современной картиной, как будто целый временной пласт был вырезан. К вечеру, когда все таблицы свели воедино, стало ясно. Если допустить факт исчезновения нескольких десятков лет в истории, объясняются все несостыковки между положением планет и датами в хрониках. Астрономы отправили свое заключение в тайную комиссию и предупредили. Обнаруженные несоответствия могут полностью изменить основы датировки не только исторических, но и большинства религиозных праздников на планете. В этот момент эксперты поняли, что такие масштабные манипуляции с временем невозможны без централизованного приказа самого высокого уровня.
Их внимание привлекла серия странных писем из архива Ватикана, в которых говорилось о начале некой большой операции по обнулению дат на всей территории Европы. Именно этот следующий факт станет ключевым в попытке выяснить, кто и зачем решился на самую крупную временную фальсификацию в истории человечества. В самом начале расследования архивисты из Ватикана не хотели пускать исследователей к личным записям пап и кардиналов. Однако официальный запрос из Парижа и поддержка нескольких влиятельных аристократов открыли двери в закрытые залы секретной библиотеки, куда редко заглядывал даже штатный библиотекарь. Именно здесь, в потайном склепе под мраморным полом, нашли свитки, которые десятки лет никто не распечатывал. Ленточки на документах остались запечатанными, а сургуч почти не потемнел, все хранилось в идеальных условиях. Среди пергаментов выделялся массивный пакет с надписью «Операция Reset Temporis». На латыни это означало «обнуление времени». Пакет содержал длинный список имен и дат, а также инструкции, написанные от руки, в которых описывались этапы масштабной корректировки всех учетов времени на территории западного христианского мира. Одна из первых строчек гласила: «По велению понтифика привести в соответствие все летописи, архивы и вычисления дней согласно новому порядку». Подписи стояли такие, что кровь стыла в жилах даже у самых закаленных историков. Среди них были личный секретарь папы, главный астроном Ватикана и руководитель монастырских архивов из Авиньона. В деталях было указано, какие молитвенники, церковные календари, семейные родословные и даже частные долговые расписки должны быть приведены к новому времени. Кардиналам поручалось информировать глав альпийских монастырей, чтобы те сожгли ненужные летописи, а оставшиеся страницы откорректировали по присланной таблице. В качестве подтверждения прилагалась печать с гербом, который позднее всплывал в документах всех крупных европейских династий. В одном из дневников архивиста, вложенном в тот же пакет, сохранились подробности. Каждая посылка с инструкциями сопровождалась запечатанным сосудом с масляными чернилами и листом, на котором значились даты реального и нового времени. Поразительно, но пересчет затрагивал не только даты рождения, смерти или вступления в брак, но даже сроки уплаты податей. Один из монастырских экономов открыто жаловался, что для новых счетов приходится вычеркивать целый десяток лет из титулов собственных земель. До самой глубокой ночи группа исследователей переписывала страница за страницей инструкций и переписок. В некоторых письмах даже намекалось на влияние внешних наблюдателей, неких ученых и астрономов из Византии, которых просили уничтожить свои архивы. Особо подчеркивалось, если кто-то задаст вопрос о причинах изменений, положено ссылаться на исправление ошибки древних календарей и ни в коем случае не раскрывать истинную цель реформы. Наутро поступило донесение из Женевы, где историки подняли протокол заседания епископата XV столетия. Там напрямую описывалось, как под страхом отлучения от церкви все монастыри обязаны были переписать хроники и убрать упоминания об утраченных десятилетиях. Один из чиновников записал в полях: «Предписано молчать, вся память может быть заменена новым порядком». В этот же период на смену старым числам пришли особые символы-сигналы, которые расшифровывали только доверенные лица. Именно такие знаки историки через много лет обнаружили на печатях правителей Франции и Испании. Дальше следы привели в Рим. В документе с пометкой «Только для глаз главы церкви» подробно перечислялись фамилии тех, кому было доверено следить за ходом операции. Там же указывалось, при обнаружении сопротивления все непослушные летописцы должны быть переведены в отдаленные монастыри или подвергнуты забвению. Один из бенедиктинцев в своем письме на латыни оставил строчку: «Время принадлежит лишь избранным, остальным — забытье». Такие распоряжения поддерживали высшую секретность происходящего. В отдельных папских посланиях встречались прямые угрозы: если местная знать откажется пересчитывать годы, она лишится своих привилегий и земли. Прочитанные письма содержали списки городов, где уже были проведены проверки и ревизии архивов. В разделе особо важных регионов числились Прага, Венеция, Лион и Неаполь. По указаниям из Ватикана, ревизионные группы должны были работать ночью и использовать для уничтожения бумаг особую смесь масел, чтобы не осталось даже пепла. В архиве Ватиканской канцелярии один из исследователей обнаружил черновики бесед, где разрабатывали кодовые фразы для переписки между монастырями. Время очищено и свет обновлен, именно так сообщали о завершении операции. Фольклорные хроники странным образом совпадали по датам. В венгерских деревнях до сих пор рассказывали старую сказку о дне, который исчез.
Важнейший момент расследования настал, когда в Пражском соборе среди церковных книг нашли свод правил временных коррекций. Там на 20 листах разъяснялось, как исправлять даты в летописях, что вписывать в новые книги учета и какие праздники смещать на другую неделю. Особое место занимали таблицы пересчета Пасхи и других ключевых мероприятий. Они сдвигались вперед на несколько дней, а некоторые периоды пропускались вовсе. Последним подтверждением стал личный дневник одного из папских нотариусов. В нем между деловыми фразами мелькала короткая запись красными чернилами. «Сегодня исчезло время. Никто не станет вспоминать». Даже спустя сотни лет стало ясно, воля Ватикана определила новый ритм для всей Европы, а любой непослушный хронист подвергался забвению. Но за каждым уничтоженным документом стояли реальные человеческие судьбы, целые поколения, стертые одним монахом за письменным столом. Впереди историков ждали еще более жуткие открытия о жертвах переписанной истории, для которых приказ обнулить время стал началом конца прежней реальности. Когда открыли шквал архивных записей, первым поразило не только количество утерянных лет, но и то, как тщательно уничтожались любые следы исчезнувших эпох. В письмах чиновников встречались странно короткие биографии, где дети вдруг становились взрослыми без объяснения времени между этими событиями, а целые поколения исчезали из семейных деревьев. Венецианская семья Лоренци, например, вела летопись 8 поколений подряд, но один том с названиями месяцев был вырван, в нем отсутствовали весенние дни на протяжении 12 лет. Письмо старшего Лоренци сохранилось в другом архиве. Я не смею спрашивать, зачем убрать наши годы. Говорят, так велено от севера до юга. Никто не мог тогда ослушаться. В архивах итальянского города Лукка обнаружили еще более загадочный случай. Нотариус, который вел учет судебных дел, вынужден был прекратить запись на середине страницы и начать новую книгу, датированную на 2 десятилетия вперед. Следом в записях прошел приказ все старое уничтожить завтра с рассветом, объявить новый счет лет. Работники архива сожгли 26 коробок бумаг. На чердаке остались только обугленные обрывки с неразборчивыми датами. Позже местные жители вспоминали, что в те времена не удавалось правильно отмечать ни свадьбы, ни похороны. Церковь запрещала вести счет по прежнему календарю. В Польше был найден дневник деревенского врача Якуба, который описывал странные явления. Целое поколение младенцев в его приходе вдруг пропало из церковной книги. В записях о крещениях между двумя ближайшими датами разрыв более 12 лет. Якуб пытался спрашивать настоятеля, но тот только повторял: «Теперь ведем счет, как велено свыше». А в конце книги стояла печать с гербом, уже встречавшимся на письмах из Ватикана. В Испании из архива вытащили историю семьи купцов Санчес. Их родословная, внезапно оборвавшись на середине 16-го столетия, возобновлялась только через 14 лет. Между ними не было ни браков, ни рождений, ни смертей. В записях секретаря содержалось объяснение: наказано забыть годы. Земля будет нашей только с нового счета. В соседнем городе старый ювелир по имени Мануэль оставил нацарапанную на серебряной табличке запись: «Наших родителей стерли из книги, как будто их не было». На территории современной Франции сохранился отчет монахини, работавшей в приюте для сирот. Женщина увидела, что все приходящие к ней дети почему-то не могли точно назвать свой возраст, а церковные служители запрещали писать настоящие даты рождения. Она записала: «Имя может остаться, время нет». Приют закрылся через 3 года после введения нового порядка, а все его дети были переписаны под другими фамилиями. В немецких землях следы пропавших лет особенно четко прослеживались в хрониках деревень. В одном случае староста Баварии жаловался в письме магистрату: верховный приказ — переписать год посева и сбора урожая, стереть имена 3 последних старост. При этом документы о вызове на военную службу местной молодежи были тоже пересчитаны. Армейские списки не совпадали с возрастом призывников. Десятки юношей вдруг повзрослели на несколько лет, старики стали моложе по бумагам. Дальнейшие расследования раскрыли немало трагичных судеб. Члены богатых семейств теряли право наследования. Если их год рождения выпадал на уничтоженный промежуток, закон запрещал признавать их собственниками земли. В архиве одной итальянской виллы осталась запись: «Дети пропали между датами. Имя забыто, положено забыть». В некоторых случаях людей объявляли никогда не существовавшими только из-за того, что их рождение приходилось на стертые годы.
Встречались и истории сопротивления. Анонимный хронист в Праге записал целую летопись под псевдонимом, запрещенную к хранению в церкви. Он тайно вел учет погоды, свадеб и похорон, чтобы сохранить память о настоящем времени. Через 15 лет после реформы его рукописи были конфискованы ревизорами, а самого летописца отправили в дальний монастырь. Позже архивариусы нашли в подшифрованных заметках: те, кто переписан, живы только в памяти. В восточноевропейских селах, согласно рассказам, старики специально рисовали зарубки на дверях или вырезали числа на деревянных ложках, чтобы не забыть, сколько времени прошло с момента последнего урожая. Когда Ватикан велел уничтожить лишние календари, многие семьи все равно упрямо пытались вести свой счет лет, за это штрафовали, а иногда даже изгоняли из общины. Один крестьянин из Моравии сохранил свой календарь в потайном сундуке. Его внуки спустя столетия нашли странную надпись: «Время спит. Не буди пустое». Больше всего пострадали простые люди. Многие не дожили до того момента, когда им позволили снова отмечать дни рождения или годовщины. В Италии были найдены письма от женщин, которые писали: «Наши жизни исчезли вместе с запретом помнить». В некоторых городах спустя полвека люди до сих пор не могли назвать ни сколько им лет, ни сколько времени прошло с последних больших событий. Особенно тяжело переносили эти перемены те, кто по рождению должен был стать наследником или занять важную должность. Когда годы исчезали, терялись и все документы, приходилось доказывать свою семью, свои права или даже свое существование с самого начала. В записках лондонского ученика-нотариуса был записан случай. Граф, который стал простым слугой, потому что годы его жизни оказались уничтожены. С каждым новым обнаруженным свидетельством количество жертв переписанной истории становилось все больше. Исследователи фиксировали фамилии, которых не было ни в одном церковном списке, и поколения, исчезнувшие из истории лишь по приказу, пришедшему сверху. Но последствия этого вмешательства простирались далеко за пределы личных трагедий, ведь вместе с жертвами исчезнувших лет искривлялась вся историческая память, а значит, менялось и представление о настоящем времени. Следующим шагом стало выяснение, возможно ли теперь вообще определить, какой год идет на самом деле, и как жить в реальности, где прошлое может быть уничтожено одним росчерком пера. Когда сведения о потерянных столетиях подтвердились архивами, а астрономические расчеты показали невозможные для современной хронологии расхождения, перед исследователями встал очевидный вопрос: что теперь делать и как двигаться дальше в мире, где даже год нельзя назвать с уверенностью? Первым делом группа международных экспертов создала специальную рабочую группу, в которую вошли историки, астрономы и специалисты по архивному делу из США, Великобритании, Италии и Германии. Их задача заключалась не только в сборе новых свидетельств, но и в разработке методики сверки всех известных датировок в мировой истории с поправкой на исчезнувшие десятилетия. Работа началась с составления огромной таблицы. В только что снятом помещении при университете Кембриджа установили длинный стол, на котором разложили копии документов из библиотек Ватикана, Лондона, Вены и Праги. Вся команда работала по ночам, переписывали даты, сравнивали их со звездными событиями, отмечали каждое несовпадение. Особо выделяли периоды, где исчезало больше всего лет, в основном это промежутки между концом 15 и концом 16 столетий. Параллельно группа математиков из Нью-Йорка подключилась к анализу данных. Они написали компьютерную программу, которая автоматически пересчитывала хронологию затмений, комет, появления новых звезд и важных исторических событий с учетом вырезанных лет. Программа выдавала сразу несколько вариантов для каждого события, с разницей в плюс-минус 20-30 лет. Оказалось, что большинство известных дат действительно не совпадают с реальными движениями планет, если не внести эти скрытые промежутки. Следующим шагом стало оповещение крупнейших астрономических обсерваторий. Российские и испанские астрономы перепроверили свои архивы, подтвердив необычные совпадения. Например, запись о лунном затмении из Праги 15 столетия совпала с японскими хрониками при условии сдвига даты на почти 27 лет. Австралийские ученые подключились к анализу солнечных циклов и также нашли расхождения, объясняемые только потерянными десятилетиями. Создали отдельный онлайн-архив для сбора частных календарей, писем и дневников, в которых могли обнаружиться упоминания о необычно длинных или коротких годах. В Европе объявили конкурс по поиску семейных реликвий, где могли сохраниться самостоятельные системы счета лет.
Люди начали присылать фотографии гравированных ложек, рукописей с особенными датами и даже вырезов на дверях старых домов. Среди находок оказались деревенские календари Моравии, где обозначены спящие годы, те, которые официально не существовали. Вскоре в работу включились школы и университеты. Ученикам предложили провести собственные расследования, сравнить даты рождения своих предков, найти несоответствия в семейных архивах или устных рассказах бабушек и дедушек. В Германии школьница обнаружила в семейной Библии запись о рождении прадеда за 17 лет до официального брака его родителей. Запись сделана другим почерком, с датой, не совпадающей с церковными книгами села. В Италии один фермер раскопал под фундаментом старого дома ящик с глиняными табличками, на которых отмечались урожаи зерна. В некоторых годах не существовало ни одного следа посевов, хотя устные рассказы семьи утверждали, что земля обрабатывалась без перерыва. К табличкам прилагался счетный жезл с вырезками по количеству засух и праздников. По ним выяснили, что в летоисчислении семей несколько потерянных лет, совпадающих с периодом официальных реформ календаря. Американская группа волонтеров организовала работу по оцифровке исторических рукописей, обнаруженных в частных коллекциях и антикварных магазинах. Они сравнивали даты на гравюрах и письмах с движением Луны, используя современные астрономические симуляторы. В результате удалось установить, самые большие расхождения со временем обнаруживаются в документах, связанных с церковными или монархическими событиями XV-XVI столетий. Именно там практически всегда пропадали целые циклы праздников и коронаций. Чтобы хоть как-то восстановить реальное время, специалисты предложили использовать астрономическое летоисчисление. Вместо обычного календаря они начали строить шкалу событий по затмениям, кометам, суперновым и другим уникальным явлениям, которые фиксировались по всему миру. Для этого требовалось совместить европейские, китайские, арабские и южноамериканские таблицы наблюдений. Постепенно складывалась новая картина. Если вернуть пропавшие 27-29 лет, большинство известных дат сходится по всем источникам. В Кембридже на торжественной встрече группа экспертов объявила предварительный итог. По астрономическим подсчетам, современный год должен быть не 2024, а примерно 2052 или даже 2053, в зависимости от системы отсчета. Эту новость распространили по научным кругам всего мира, но официальные власти пока предпочли не реагировать. Тем временем простые люди начали отмечать потерянные годы особой памятной датой. В некоторых городах Европы в конце апреля прошли ночные экскурсии, где рассказывают о скрытых эпохах, а дети с родителями рисуют липовые годы мелом на мостовой, чтобы никто не забыл, как хрупка память о времени. В социальных сетях появляются группы, обсуждающие, как жить в мире, где прошлое и настоящее может меняться от одной директивы сверху. Исследователи продолжают сверять архивы и наблюдать за движением планет, ведь именно небеса еще помнят, сколько времени прошло на самом деле. Каждый найденный документ становится частью нового понимания реальности. Теперь у вас есть шанс узнать свой настоящий год, открыть забытые эпохи и передать истинную хронологию потомкам. Даже если на календаре другое число, вы теперь знаете, настоящее время совсем не то, к которому вы привыкли.